Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён очень любит личное пространство. Чангук тоже очень любит личное пространство Тэхёна. Девятое место. Друзья смотрят друг на друга так, как это делают они. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Новые слухи. Спортзал, свидание Вигу и двойные стандарты». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Что делает один, всегда повторяет второй. Седьмое место. Обнимательный Тэйкук. Им так комфортно и уютно рядом друг с другом. Шестое место. Поведение пары. Он в эйфории. Тэхён такой тактильный. Пятое место. Когда Тэхён ушел, Чангук последовал за Тэхёном. Четвертое место. Забота. Так люблю этот момент. Он такой личный и интимный, словно создан только для них двоих, но в то же время кричащий о чувствах на весь мир. Тэхён в каждом жесте проявляет свою заботу, тепло и любовь к Чангуку, а Чангук принимает это с такой же нежностью, любовью, обожанием и щедро отвечает взаимностью.
Их близость будто окутывает пространство, делая этот момент бесконечно нежным и трогательным. Третье место. Новости. Тэхён на эфире. Ну, типа причина в том, это немного ТМИ. Но не то, чтобы кто-то просил меня включить их, или что я лично с ними знаком. Просто захотел поделиться тем, что я давно их фанат. Я фанат Brown Eyed Soul. Всегда слушал их, когда хотел поднять себе настроение, а тут они выпустили новую песню. В 90-х их любило очень много людей, и я тоже. Но прямо сейчас я просто в настроении для их музыки. Так что да, дальше Brown Eyed Soul. Захотелось послушать вместе, поэтому я включил эфир. Я делаю это впервые. С детства я вырос, слушая их песни, и в какой-то момент они были моим источником счастья. И вот, когда я услышал, что они выпускают новую песню, как фанат, я, естественно, обрадовался и захотел публично поделиться этим чувством с вами, армия. Вы же знаете, что в музыкальных программах и отделениях много фанатов Brown Eyed Soul. Я тоже один из них. Как мило. Менеджер держит Чангука за руку, чтобы согреть его. Лидер Zero Basane, Сон Ханбин, упомянул Чангука в недавнем эфире. «Сегодня я не наносил парфюм, но есть спрей, которым раньше пользовался Чангук. Я раньше применял его как кондиционер для белья и снова купил. Запах просто потрясающий». Доза тестостерона. Местные новости Нью-Йорка о Чангуке. Среди известных гостей Анна Вентур, Россалия и Лили Коллинз. Однако именно Чангук стал звездой события, привлекая сотни фанатов и фотографов, стремившихся увидеть мировую поп-звезду. И точно, они не преувеличивают. Чангук стал настоящей звездой вечера, и все фанаты и фотографы были в восторге от него. Двойная доза тестостерона. Оутс Ритичай, журналист, номинированный на премию Эмми, рассказал во время прямого эфира в TikTok, что 6 месяцев до мероприятия знал о том, что Кэлвин Кляйн хочет пригласить Чангука на НИФ, но должен был держать это в секрете. Даже за месяц до события он все еще ждал подтверждения. Непосредственно перед началом шоу Оутс узнал, что окажется прямо перед Чангуком, и поделился тем, как нетерпеливо пресса его ждала. Прикладывать к уставшей и израненной душе каждый день, каждый час, каждый миг.
Стример Край поделился, что самым волнующим событием для него во время ЕФВ стала встреча с Чангуком. «Сейчас, даже просто вспоминая, у меня сердце начинает биться быстрее. Это произвело на меня большое впечатление. В какой-то момент я оказался здесь и увидел Чангука. Для меня это было очень трогательно, что я сюда попал». Он также подписан на Чангука в Инстаграм. Японский актер Итикава Танка, 5-й глава престижной семьи Кабуки и считающийся принцем японской сцены Кабуки, давно является поклонником Тэхёна. Он сказал: «Я всегда любил Тэхёна на протяжении 5 лет». Японский актер Итикава Танка, давний фанат Тэхёна, привлек внимание, открыто признавшись в своей любви к айдолу. Интервью с Танка, в котором он, как 5-й глава известной семьи Кабуки и принц японской сцены, делится своей решимостью перед выступлением, вызвало большой резонанс. На вопрос о том, что ему нравится в последнее время, он ответил: «Я всегда был большим поклонником Тэхёна». Он продолжил: «Если быть немного смелым, мне кажется, что то, как Тэхён использует силу в танце, немного похоже на Кабуки. Интенсивность движений приходит волнами, так что есть некоторое сходство». Итикава Танка также признался в любви к Тэхёну в декабре 2020 года, когда ему было 16 лет, в интервью японскому изданию «Натали». На вопрос, что вам нравится в последнее время, он ответил: «BTS. Я выучил часть танца Тэхёна из песни DNA во время периода социального дистанцирования. Я обожаю Тэхёна. Я так рад, что могу видеть его на экране, выражая неизменную привязанность к группе на протяжении 5 лет. Кабуки пользуется настолько высоким статусом в Японии, что включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО». Актеры Кабуки, обладая мастерством и духом сохранения традиций, вызывают уважение и восхищение, превосходящее популярность обычных знаменитостей. Итикава Танка, потомок знаменитой семьи Кабуки, считается принцем в японском культурном мире. Тем временем Тэхён пользуется огромной популярностью в Японии, где его ласково называют ТТ. Особенно молодые японские мужчины поколения МЗ вдохновляются его стилем и стараются его подражать. Он точно был рожден для этой роли в принципе, как и для любой, за которую бы ни взялся. Ким Тэхён получил звание самого красивого мужчины в мире 2025 года, 3-й год подряд. Всемирная суперзвезда Ким Тэхён в очередной раз доказал свою непревзойденную всемирную привлекательность, будучи названным самым красивым мужчиной в мире 2025 года. В престижном ежегодном опросе, проведенном журналом Nabia Magazine, приняли участие люди со всего мира, и Тэхён получил поразительные 10 миллионов голосов от поклонников в 163 странах. Это его 3-я победа подряд с 2023 года, что делает его единственной знаменитостью в истории, удерживающей этот титул 3 года подряд. Его постоянный успех в рейтингах подчеркивает его исключительное влияние, впечатляющую внешность и непоколебимое восхищение, которым он пользуется во всем мире. Конкурс 2025 года был невероятно конкурентным. В нем приняли участие такие известные личности, как Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Аарон Пьер, Ся Чжань, Ритик Рошан, Ранвир Сингх и многие другие. Несмотря на мощный состав, Тэхён вновь превзошел всех благодаря своей харизме, артистизму и непоколебимой поддержке миллионов поклонников. В знак признания его победы журнал Nabia Magazine вручил Ким Тэхёну еще один официальный сертификат, удостоив его этого престижного мирового титула уже 3-й год подряд. Эта награда еще больше укрепила его статус неприходящей иконы красоты, таланта и влияния. Помимо своей внешности, Тэхён продолжает очаровывать публику музыкой, актерскими работами и многогранностью артистического таланта, доказывая, что его обаяние
простирается далеко за пределы внешности. Трижды подряд, став самым красивым мужчиной в мире, Ким Тэ-хён вписал свое имя в историю как всемирный символ восхищения и один из самых известных артистов своего поколения. Так и манит чертовка. Дополнение к рассказу Оутс Ритичай, известного тайского журналиста, номинированного на премию Эмми в Нью-Йорке, о его встрече с Чангуком на показе Calvin Klein NIF. Сначала я услышал, что Чангук может посетить показ Calvin Klein в Нью-Йорке после завершения службы в армии. Об этом уже ходили слухи примерно 6 месяцев назад. Но раз он из BTS, конечно же, все нужно было держать в строгой тайне. Благодаря моему журналистскому чутью, я следил за людьми, которые регулярно работают с CK, чтобы понять, сможет ли Чангук присутствовать на показе следующего сезона в Нью-Йорке после демобилизации. Ведь если он придет, я могу его увидеть, так как работаю журналистом и точно смогу попасть на показ. К тому же мне все равно нужно было освещать неделю моды. Еще с прошлого сезона мне намекали, что CK попытается пригласить Чангука на NIF, но ничего нельзя было гарантировать. Поверьте, даже месяц назад все еще не было подтверждения, придет ли Чангук. Но в глубине души все надеялись, что он придет, ведь сейчас он самое большое имя. Честно говоря, он действительно самый большой сейчас. Для кого-то уровня Чангука, суперзвезды А+, безопасность крайне строгая. Их задача – держать таких людей, как я, подальше, а моя задача – получить материал, не мешая ему и его работе. Нам заранее рассказали, где будет сидеть Чангук. Когда я поднялся и посмотрел на план рассадки, сразу понял, что его будут окружать охранники. Это необычная ситуация, это показывает, насколько сложно к нему подойти. Рядом с ним сидел кто-то вроде менеджера или телохранителя, который все время с ним разговаривал. Сзади был еще один человек. Обычно такой расстановки нет. Я также слышал, что за Чангуком следили еще 2 охранника, не в черных костюмах. К счастью, я сидел напротив Чангука. Но так как я не знаменитость, а просто журналист, я оказался во 2-м ряду, а не в 1-м. Поверьте или нет, до того как Чангук пришел, СМИ были разбросаны по залу, фотографируя других гостей. Но в тот момент, когда он собирался войти, это было заметно сразу, кто-то дал сигнал. Вдруг все сказали «Чангук идет». Все журналисты, которые были разбросаны, мгновенно собрались у лифта, чтобы его встретить. Конечно, я был среди них, с нетерпением ожидая Чангука. Чангук общался с директором Calvin Klein, который похвалил его и поблагодарил за все, что он сделал для бренда, сказав, как ценит его присутствие. Чангук вежливо ответил «Спасибо, спасибо». Потом я увидел, что он направляется в мою сторону, и я был ближайшим человеком. Я старался оставаться спокойным и позвал его по имени – Чангук. Он прошел прямо мимо и прямо перед моей камерой. Кадр получился настолько четким, невероятно четким. Я даже видел его 3 родинки. Когда я потом проверил запись, понял, как близко я был. Его кожа была идеальной, гладкой, без пор, типичная для корейцев, свежая и красивая. Чангук был очень милым и светлым, всегда улыбался. Как только Чангук сел, свет приглушили, и началось шоу. Так узнаешь настоящего VIP, того, чье появление запускает шоу. Честно говоря, когда Чангук вошел, СМИ просто с ума сошли, разбегаясь во все стороны. Не в плохом смысле. Я тоже из СМИ, пытаясь запечатлеть любой кадр. Он посидел немного, затем все поняли, что шоу вот-вот начнется. Оно длилось около 30 минут. Когда закончилось, я завершил свои снимки. Потом его охрана сразу вывела Чангука. Больше не было возможности сделать фото. Он спустился по лифту, помахал рукой и ушел.
Хочу всем сказать, как рад, что хорошо выполнил свою работу и сделал материал, который всех воодушевил и впечатлил. Поднимаем градус. Места для мечтателей, новости проекта ко дню рождения Чангука. Наш проект ко дню рождения Чангука завершен. Мы приобрели 120 новых кресел для 4 классов, создав более комфортное пространство для учебы и развития учеников. Этот успех стал возможен только благодаря неизменной поддержке наших спонсоров. Вместе мы создали не просто кресла, а возможности для светлого будущего. Та самая таблетка магния в твоем организме. Snow Peak Apparel представили осенне-зимнюю фотосессию с Тэхёном. Премиальный бренд Snow Peak Apparel, продвигаемый компанией Emotion Corporation, опубликовал третью фотосессию новой коллекции 25 New Collection SVI. В этот раз в центре внимания оказались ключевые вещи сезона осень-зима – легкие пуховики. Бренд предложил многослойные образы. На опубликованных кадрах Ви сочетает легкий пуховик Land Hood и авайрного Piotex с брюками свободного кроя и вязаным кардиганом на молнии, создавая утонченное настроение. Атмосфера фотосессии передает природный минимализм в повседневной жизни, философию бренда. Представитель Snow Peak Apparel отметил: эта фотосессия сосредоточена на легких пуховиках, а ключевое сообщение – легкость с теплым ощущением, которое остается надолго. Чуть-чуть серотонина в кровь заказывали. Его одержимость винтажными часами. Пахнет как мужчина. Самый скромный и вежливый айдол. Волшебный принц, вышедший из сказки.
Calvin Klein действительно уделили первостепенное внимание комфорту и поддержке Чангука. Как вы знаете, первые ряды составляются для максимального эффекта. Поэтому вы видите, как знаменитости сидят, возможно, с другой знаменитостью, дизайнером или влиятельным лицом по обе стороны. Их менеджеры и команда часто находятся позади них или через проход, вне поля зрения камеры. Относительно необычно видеть менеджера, сидящего непосредственно рядом со знаменитостью в первом ряду, но для Чангука, поскольку это было такое огромное, важное и требующее большой выдержки, появление спустя долгое время, наличие рядом знакомого человека, вероятно, заставило его почувствовать себя более непринужденно. Calvin Klein дали Чангуку возможность формировать рассадку более лично, чем большинству гостей. Он оставался там недолго, но, судя по видео, Чангук выглядел очень комфортно, сидя рядом со своим менеджером и наслаждаясь коллекциями. Какой он горячий! Тайный фанат Wolfpack или эмблема пришлась по духу. Вчера Тэхён вышел в прямой эфир в серой футболке NC State Wolfpack Grey Stratton Wolf T-shirt. Это официальный мерч Северо-Каролинского университета North Carolina State University или NC State. Wolfpack – это название спортивных команд университета, что переводится как «стая волков». Логотип Stratton Wolf или «шагающий волк» – эмблема университета, которая символизирует гордость, силу и дух команды. Замечено, что Тэхён неоднократно носит мерч этой команды, футболки, худи и т.д. В 2023-2024 годах он был замечен в похожем худи NC State на фото из Вевас и Инста. Одни фанаты шутят, что он тайный фанат Wolfpack, другие считают, что эмблема соответствует духу самого Тэхёна, гордого и сильного. Всей душой обожаю, когда Чангук просто росточек. Важно помнить, что в корейской культуре семья играет ключевую роль, и родители всегда остаются основой воспитания. Хотя участники BTS, безусловно, поддерживают друг друга и заботятся друг о друге как братья, приписывать кому-то, кроме родителей основную роль в воспитании Чангука было бы неуважительно по отношению к его семье и неправильным с точки зрения корейских традиций. В конечном итоге, признание роли родителей Чангука – это выражение уважения к его корням и понимание культурных ценностей, которые формируют его личность. Второе место. Это так интимно. Там, где заканчиваются слова, молчание прерывается языком прикосновений. Первое место. Доказанный факт, что со временем у пар, которые проводят много времени вместе, могут появляться похожие манеры и привычки. Партнеры, сами того не замечая, копируют язык тела друг друга, жесты, неуловимые движения.
Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит.